Не нужно верить инфо-цыганам, которые рассказывают, что депозит можно удвоить. Всем нужны деньги, это нормально. Многие хотят легких денег, риски всегда будут. Я считаю, что завтра рынок вырастет. Можно ли начать инвестировать со $100 сейчас? Теоретически да, практически зачем это надо? Знаете, есть такой отличный анекдот, говорит, сколько нужно денег, чтобы в крипте заработать 1 миллион? Ну, как минимум 2. Поэтому, если у вас нет навыков, если у вас нет профессиональной подготовки, не нужно верить инфо-цыганам, которые рассказывают, что депозит можно удвоить и так далее. Такие случаи бывают. Есть случаи, когда и удваиваются, и утраиваются за одну сделку, за две. Но при этом никто не говорит про потенциальные потери и риски. У нас есть отличная статистика. Вот эти 86% клиентов достаточно больших компаний теряют деньги. 86%. Почему-то все думают, что они, безусловно, принадлежат к 14%. Это далеко не так. А можно просто повторить стратегию за каким-нибудь успешным трейдером и быть богатым? Ну, теоретически, опять-таки, да, вопрос, а почему он вам такую кладезь знаний, которая ведет к безусловному обогащению, просто так предлагает? Как правило, все фонды, все профессиональные управляющие делают следующее. Они говорят, давай деньги к нам, мы к тебе будем отчитываться, принимать решения будем сами под нашу ответственность. У тебя есть 3 варианта. Первое, денег добавить, второе, забрать, третье, оставить. Все. Когда мы заработаем, мы из той части дохода, которую мы заработаем, возьмем свою комиссию. То есть мы, безусловно, действуем в интересах клиента. Если кто-то говорит, что следуй за мной, я бесплатно тебе покажу, очень приятно, ну не знаю даже. Вроде бы страна дураков, она только в книжках, да? Что ты думаешь о копитрейдинге? Давайте смотреть, есть здесь конфликт интересов или нет. Вот когда мы говорим про профессиональных управляющих, которые живут с дохода, который заработал клиент, это одно. Он заинтересован заработать вместе с клиентом. То есть у него, в принципе, интересы с клиентом совпадают, конфликта интересов нет. А теперь, что такое брокер? Брокер, по идее, это тот, кто просто дает услугу доступа на рынок. И его интерес не в том, чтобы клиент заработал, а его интерес в том, чтобы он заработал свою комиссию за этот доступ. Теперь, если он дает копировать какие-то стратегии, которые сам же и предоставляет, конфликт интересов налицо. Ему интересно, чтобы было больше комиссии. Какой финансовый результат будет у клиента, ему по большому счету все равно. Кто пишет эти стратегии, кто их верифицирует. По большому счету, если это дело делать, то у брокера должна быть лицензия на investment advice, то есть на инвестиционное консультирование. И он именно в рамках этой лицензии, а это очень непростая штука, должен действовать. Это мы говорим сейчас про регулирование в Евросоюзе. Вот если этого нет, то это безусловное нарушение, которое ввиду конфликта интересов приведет, скорее всего, ровно к одному, что вы попадете в искомые 86%. Это не отменяет того факта, что когда-то можно случайно найти жемчужину или какой-то бриллиант. Другой вопрос, что вы зарабатываете, вы не понимаете, что происходит. Это не сильно регулируемая история, и вы даже, скорее всего, предъявить претензий потом не сможете. Вы же сами пошли за кем-то следовать. Вот и все. А на каких условиях вам это было предложено? Там сейлс будет говорить одно, а на деле может оказаться другое. Вот это основные риски, на которые стоит обратить внимание. Бывает ли торговля без рисков? Нет, торговли без рисков не бывает. Безрисковая ставка — это вот ты купил американские банды, ты веришь в американскую экономику, все, или там какую угодно другую. Это вот государственные банды. И это та ставка, которая считается в данном секторе безрисковой. То есть в американской экономике американские, в китайской китайские, там, в европейской банды суверенных государств. Вот это, скажем так, тот уровень дохода, на который стоит ориентироваться. То есть, допустим, там уровень доходности по государственным бандам Германии. Вот он вот такой. Все, вот это безрисковая ставка. Если вы хотите зарабатывать больше, то придется нести какие-то риски. Другой вопрос, что бывают профессионалы, которые перебивают рынок системно. Это достаточно большие фонды с большим объемом аналитики, еще чего-то. Но тот же Bridgewater Ray Dalio, который имеет под собой порядка $100 миллиардов управлений, он все равно демонстрировал отрицательные года. Все равно бывают просадки. Да, в long run он хорошо обыгрывает любую минимальную доходность. Но при этом риски тоже есть. А сколько стоит создание трейдинг-бота? Это стоит неимоверных денег на разработку. Если ты делаешь это профессионально, ты сначала должен подключить маркет-дату. Потом ты эту дату должен проанализировать с привлечением, либо сам, либо с привлечением специалистов. Потом на основании этой даты ты должен выдвинуть гипотезу и ее верифицировать. Потом ты должен написать торговую стратегию. Потом эту стратегию протестировать и потом только запустить на тестовый объем. Весь этот цикл, он стоит очень больших денег, потому что, как правило, один человек его сделать не в состоянии, если только он не профессионал какого-то рынка. Теперь, почему и кто вот этот вот замечательный торговый бот, который приносит прибыль, будет предлагать вам? С какой целью? То есть, если, опять-таки, компания говорит, что я брокер,
Вот у меня где-то сбоку здесь завелись замечательные боты. У компании есть конфликт интересов. Если вам говорит какой-то фонд, что я делаю алгоритмическую торговлю и я хочу зарабатывать вместе с вами с прибылью, надо смотреть на результаты фонда, их верифицировать, анализировать, в общем-то, как и любого контрагента, а что у него с репутацией, что у него с показателями, исходя из этого принимать решения. Просто так торговые боты, например, на крипте, написанные группой энтузиастов, да бог его знает, что там есть. Может быть, они и будут работать, но это далеко не гарантированно, и более того, сейчас, к сожалению, очень большое количество скама, связанного именно с указанными ботами. Можно ли обучиться трейдингу по видео из интернета? Можно ли делать операции, прослушав видеокурс? Я имею в виду операции хирургические. Наверное, нет. Можно ли стать архитектором, если прослушал пару видео, даже ознакомился с парой книжек? Тоже нет. Я не знаю, почему все думают, что это вот так просто. Скорее всего, это просто потому, что все хотят заработать, у всех эта потребность есть, и эта потребность находит, безусловно, отражение во всяких инфо-цыганствующих материалах. Потому что людям нужны деньги, им нужно обеспечивать уровень жизни, кредиты, им нужны дополнительные доходы. Любая специальность, она предполагает обучение и практику. Самое лучшее обучение — это реальная практика в этом деле. Но только после того, как вы, первое, прошли курс под руководством более знающих товарищей, опробовали, а дальше уже сели сами и относитесь к этим деньгам, либо это ваши деньги, либо это деньги вас и клиентов, если вы регулируемая организация. Только тогда, когда у вас сочетается и теоретический опыт, и практика реальная, вы можете достичь каких-то успехов. Но это все достаточно долго, это не будет быстро, и это не будет без потерь. Как преодолеть психологический барьер, когда ты входишь и выходишь из сделки? Если мы говорим про трейдера, у него, скорее всего, все просчитано, у него есть практические наработки. Если мы говорим про профессионала, он говорит, что вот в этот момент я беру, потому что я видел много кейсов, когда происходило вот так. И, как правило, сейчас в нынешнем мире это все подтверждается расчетами, статистикой и проверяется на роботах. Если мы говорим про обычного человека, то, как я говорил, у него, скорее всего, самой эффективной стратегией будет buy and hold. Если он что-то выбрал, например, у нас сейчас выросло золото. С одной стороны, оно сейчас выросло, с другой стороны, до этого в боковике болталось. То есть в боковике это значит, что оно никаких супер позиций не демонстрировало. Но если бы человек с самого начала разделил и держал в нем достаточно давно часть в золоте, часть в биткоине, часть в акциях, безусловно, общий рост бы у него был. И скорее всего, для обычных инвесторов подходит такие инструменты и такой подход. Другой вопрос, что это все равно нужно обладать какой-то степенью профессионализма, какой-то степени анализировать рынок. Без того, чтобы иметь образование и получать системно знания и системно их проверять, не получится ничего. Что отличает хорошего трейдера от плохого? Хорошего трейдера от плохого, первое, это отсутствие эмоций. Второе, хороший трейдер, он всегда будет рассчитывать и проверять свои гипотезы. У него всегда будет аналитический аппарат. И третий момент, наверное, это дисциплина. То есть дисциплина — это то, что тебе не очень хочется выйти из позиции, этого не нужно делать, но у тебя есть стратегия, которую ты следуешь, она предусматривает именно это действие. Позиция пошла не в твою сторону, ты хочешь в ней остаться. Просто по-человечески, надеясь на авось. Это плохая дисциплина, это плохой трейдер. Наверное, это 3 основных момента. Почему трейдеров часто называют мошенниками? Потому что очень много скама. То есть мы же сейчас, когда обсуждали, мы разложили ситуацию. Всем нужны деньги, это нормально. У нас мир, в котором мы живем, он постоянно требует наличия ресурсов в виде материальных ценностей. То есть материальные ценности — это равно деньги. Да, у нас открытый рынок, практически все покупается, продается. Как повысить свой уровень благосостояния? Понятно, что этот путь, он достаточно тернист. То есть если ты наемный работник, тебе нужно повышать квалификацию, искать рынок и так далее. Если ты предприниматель, то тоже это все не так уж и сильно просто. При этом, если ты трейдер, у тебя на рынке это как, знаете, как я сравниваю с механизмом таким, который состоит из кучи шестеренок, и вроде бы можно просунуть руку и сквозь эти шестеренки схватить драгоценный камень. Он есть. И действительно есть же история, когда кто-то там на биткоине заработал, или там один трейдер заработал на падении, второй на росте. И все думают, что это супер легко. Знаете, всегда чужие успехи, они наблюдаются и осязаются с повышенной легкостью. И очень многие хотят легких денег. Это первый момент. Второй момент. В данном случае спрос рождает предложение. Сейчас у нас активно развивается крипта. Крипта долгое время была нерегулирована. Что такое нерегулированность? Отсутствие возможности защиты своих интересов, в первую очередь, для инвестора. То есть ты кому-то отдал деньги, ты кому-то отдал крипту, а он просто растворился. И у тебя в какой суд подавать, если он, например, в Бразилии живет?
В русский, в бразильский, в европейский, в американский куда? Допустим, инвестор из условной России вложился через какую-то европейскую компанию. Если это не регулировано, ты своих денег можешь и не увидеть. Что ты думаешь об AI-трейдинге? Искусственный интеллект может оптимизировать модель. Он может в рамках того, что ты ему говоришь, проверить какую-то гипотезу, он ее отлично проверит и отлично подберет параметры. Но саму гипотезу ты должен придумать, что, допустим, после взрывных ростов идут взрывные падения. Ты это даешь ему проверить, он тебе быстро дает результат и оптимизирует параметры для торговой стратегии. Если мы говорим, что просто в чат GPT можно подать сырую дату, необработанную, без всяких гипотез, и он скажет, как торговать. К сожалению, такого не бывает. Вот магической кнопки такой красной, на которой написано кэш, который можно нажать, и этот кэш поедет, такой кнопки не существует. Иначе бы все уже давно пришли на рынок, включили там условную нейросетку, дали в нее просто огромный массив данных, обработали и получили бы деньги и жили прекрасно. Опять здесь можно получить либо ты, если сам специалист, сам настраиваешь, верифицируешь и проходишь долгий-долгий процесс, сложный и дорогой проверки всех гипотез, либо ты идешь каким-то профессионалом за этим, которым опять ты доверяешь по какой-то причине, потому что они регулируемы, потому что у них есть хороший трек-рекорд, потому что действительно то, что ты пришел к ним, проверил, действительно зарабатывают. При этом важно понимать, всегда есть риски, то есть всегда, если мы хотим получить что-то больше, чем безрисковая ставка, риски всегда будут. Что делать, если прогноз не сбывается? Смотрите, есть очень хороший пример. Это рекомендации крупнейших инвестдомов по тем же американским акциям. Стоит, условно говоря, акции, и вот там JP Morgan сказал одно, Goldman Sachs другое, Citibank третье, вот сколько должна стоить эта акция. И они всегда говорят, что там при прочих равных условиях, с кучей оговорок, мы публикуем эту информацию, которая ни в коем разе не является инвестиционной рекомендацией, но мы ожидаем, что цена акций придет вот к такому-то показателю. Зачастую бывает так, что вот прогнозы вот эти, они достаточно нестабильны по своей эффективности. Это не инвестиционная рекомендация, это не прогноз оценки стоимости вот в точный момент времени. Это некий view, который фундаментально оценивает акцию, который говорит о том, что, скорее всего, со всеми оговорками, акция через 12 месяцев будет стоить вот столько. Но там столько оговорок и столько всего, что это нельзя считать прогнозом. Если вот я, например, скажу, я считаю, что завтра рынок вырастет. Это, конечно, прогноз, но для того, чтобы его делать, нужна должная авторизация, нужна рекомендация, юридическая проработка, юридическая обвязка и все остальное. Иначе, по-хорошему, я его делать не вправе. А что такое хеджирование? Первое, отбросим, вот у нас есть такое название хедж-фонд. Хедж-фонд — это не тот, кто страхует риски, это тот, кто под определенную стратегию привлекает клиентов. Это то устоявшееся понятие, которое сейчас сложилось. Хедж на рынке — это скорее страховка от неблагоприятной ситуации. Что происходит с страховкой в реальной жизни? То есть, допустим, у вас есть машина, и чтобы с ней ничего не случилось, не попала в аварию, это там такая-то вероятность. Ее не угнали, это такая-то вероятность. Никто у вас не стукнулся, это такая-то вероятность. Вы покупаете страховку, которая стоит условно 3% от стоимости машины. А вот эти все вероятности, если их сложить, они в среднем дают, допустим, 2,5%. И вот в среднем страхующая компания зарабатывает эти 0,5%. А вы теряете 3%. Вы всегда тратите какую-то сумму для того, чтобы ограничить свои риски. То же самое с позициями. То есть, допустим, вы купили какую-то акцию. Каким образом можно сделать хедж? Каким образом произойдет управление рисками? Самое простое, то, что мы обсуждали в других видео, это лимиты. Второй момент — это стоп-лоссы. И третий момент — хедж — это, в принципе, страховка на предмет падения. Можно купить опцион на эту акцию. Опцион, что это такое? Это ставка на то, что эта акция не упадет, грубо говоря. Это я рассказываю очень-очень образно. И вот хедж, допустим, у вас есть позиция в условных акциях Apple. И вы можете купить опцион там, на 5% ниже на неделю. Если вы, например, ждете какой-то отчетности, вы понимаете, что отчетность может быть и не очень. Вот не сильно вам понравилась модель Apple новая, и вы смотрите прогнозы аналитиков, вы инвестируете сами, вы можете, если вы профессиональный инвестор, вы можете сами купить опцион, который вам скажет, что за условные 0,5% вы покупаете себе гарантию того, что она ниже определенного уровня не пойдет. И если она пойдет ниже, ваши потери ограничатся вот этими 0,5%. Грубо говоря, вот так. Можно ли заходить в лонг и шорт одновременно? Тогда это будет нулевая позиция. То есть, допустим, если мы говорим про то, что ты купил лонг и шорт одновременно, без опционов. Допустим, вы купили в лонг акцию Apple и тут же встали по ней в шорт. Соответственно, у вас куда бы ни пошло, у вас, считайте, 0. Чистая позиция у вас 0. У вас, грубо говоря, две позиции. Та, которая пойдет вверх, она
пойдет вверх там, на $100, а то, что у вас стоит в шорт, оно пойдет вниз на $100. И у вас в сумме получится 0, то есть вы по отношению к рынку нейтральны. Хедж все равно потребует от вас определенных затрат. Вот, например, хедж через опционы – это то, что потребует от вас постоянных затрат на опционы. Но, допустим, если эта акция постоянно растет, условно, вы взяли акцию, взяли хедж. Хедж вам стоит условные 0,5%, а акция за это время выросла на 3%. Это значит, да, вы отдали на страховку. Но при этом то, что вы отдали на страховку, будет компенсироваться ростом. Другой вопрос, а как определить, что будет расти, а что нет? Вот для этого нужно обладать знаниями, быть профессионалом, смотреть на аналитику и постоянно в этом совершенствоваться. Поделитесь вашими мыслями в комментариях и задайте вопросы, если они у вас есть. Мне будет очень интересно ваше мнение. С вами был Кучинский Кирилл. До встречи в новых выпусках.